Приветствую вас, друзья, на нашем канале. Сегодня я хочу опубликовать одно видео, которое мы снимали еще в конце зимы, начале весны, я уже даже не помню. Но очень жалко было, что мы его тогда не опубликовали. И вот сейчас я бы хотела вам его показать. Я думаю, вам будет интересно. Пожалуйста, в своих комментариях напишите и отметьте лайком, если вам понравилось такое видео, понравилась эта тема, и напишите, что вы думаете, хорошо это или плохо, то, что сейчас в этом городке такое вот бурное строительство. Как ваше мнение? Едем в один населенный пункт, там, где построили очень интересное оседло, комплекс жилой. Построили совсем недавно, видели, когда там еще ничего не было, сейчас там уже он стоит, дом или несколько домов. Посмотрим, в общем. Но места здесь отличные, это мы сейчас проезжаем Зегже, озеро Зегже. Все, кто возле Варшавы живет, все знают это озеро. Сюда можно приезжать купаться на пляже, делать себе тут гриль, грилевание, шашлыки. И гулять здесь здорово, и с детками. Ну, в общем, тут зона отдыха такая для всех варшавян известная. Вот это мы заезжаем. Здесь такой не один дом построен. Вон еще один. Вот тут рыбку ловят на озере, а вон, видите, на берегу стоят два дома уже. Это жилые дома, там можно покупать квартиры. В общем, будем вам показывать все, что интересное. Увидим интересные локации для жизни. Но жить здесь, конечно, здорово было бы. Природа, свежий воздух. Так, Здорово. а вот мы специально остановились показать вам вид с этого дома, с этого нового комплекса. Кстати, комплекс шикарный. Может быть, как-то удастся туда когда-нибудь попасть. Это вот вид с этого дома. Смотрите. Вон такая лестница у них прямо на берег, на пирс. Песок насыпан, то есть это пляж, можно будет там даже загорать. Ну и вот тут озеро вокруг у них. Если у кого-то есть желание приобрести недвижимость здесь или летом остановиться на выходные, то вот такой вариант тоже возможен. Сейчас мы пойдем еще смотреть те дома, которые построены на берегу именно Зегжи. Это маленькое озеро, а на берегу Зегжи там построено еще больше корпусов. В общем, здесь очень большое строительство развернуто, много всего нового строится, и очень классное такое место. Посмотрим, постараемся вам показать. Идем к новому жилищному комплексу, который построили прямо на берегу А тут рядом детский садик новый построили. затоки. Новый? Ну, новый, да, вон детвора. Смотри, корпуса все новые. Кстати, дома по Наклейки проекту, как в этом, в Новом дворе. Ну да, очень-очень похоже. Наверное, один и тот же застройщик, ты видишь? Я так понимаю, это еще одна стройплощадка. Вот мы мимо проходим. На которой, уже что-то тут они копают. Значит, будут еще несколько домов. Да. Вот, расчистили площадку информационную. Ага. Ну, какой вид, смотри. Он, Зегжи. С верхних этажей вообще, наверное, класс. И главное, воздух свежий. Не такой загрязненный, как в Варшаве. Дорогу еще засыпали просто камнями, но в перспективе будет положен асфальт, так как освещение здесь уже есть. Да. Наверное, еще квартиры не заселялись. Я не знаю, правда, есть здесь бюро по продаже этих квартир, или они уже все проданы. Но можно посмотреть по интернету. Вот такое оно шикарное. Ага, точно, действительно. Вот школа. А то, наверное, действительно предшколье. О, звонок. На урок. Смотрите, какая школа современная. Стадион есть футбольный. Так что кто в таком доме поселится, вообще супер.
С одной стороны детский сад, с другой стороны школа, да? А вот дальше тут идет еще какой-то Очень-очень. старый замок. Да, очевидно, замок, действительно. Но мы здесь и не были никогда в середине. Мы Ну обычно да. по берегу гуляем. А вон, по-моему, и школьный автобус идет. Видите? Здесь есть и детские сады, и ясли, и школы. Все это новое. Необычный номер 6 есть. Просто обычный автобус рейсовый. Притом это уже третий. Это номер 6, перед этим был номер 5 шел. И еще один бусик тоже шел. Так что... Вот это мы проезжаем, смотрите, вот такие вот у нас тут дома. Не у нас тут, а вообще. Не у нас. В этом населенном пункте. А вон дальше это Зэгжа, видите? Дома с таким видом шикарным. Да, и детская площадка вот есть. Такой вот стадион детский. О, смотрите. Вот его мы еще не видели. Построили это за год, ребята. Мы здесь не были год. Смотрите. Такие новые распродажи, да, есть. Так что, видите, на продажу сейчас можно здесь покупать еще недвижимость. Очень-очень интересно, кстати. Ну вот мы сейчас идем мимо домов местных жителей, которые здесь изначально были хозяевами. Да, сейчас вниз спустимся, там у нас получается набережная. Еще раз вам покажем. Вот смотрите, детская площадка тоже тут осталась. И тоже она осталась образца Советского Союза. Такая металлическая еще. Угу. Такие все эти горочки, качельки. Все как где-то. Смотрите, как интересно строят. Вот многие дворы мы ходим, гуляем и смотрим, что вот видите, дом встроен в такой вал. То есть и все дома так. Дом, вал, дом, вал. То есть они такое впечатление, что когда строили дома, вырыли котлован, а та земля, которая осталась, из него сформировали вот такие вот дополнительные ландшафтные элементы. Ну, чтобы не вывозить землю. Валов, да, и очень хорошо смотрится, кстати. Это вот такой вот поселок. Это не новый поселок. Просто здесь сейчас вот такое вот бурное строительство этих новых апартаментов люксусовых. Ну, очень интересное место. И такие вот зоны отдыха. Летом тут на них и загорают, и отдыхают. И вот кафешки на берегу уже сделали такие стационарные. Раньше их не было. И вот так вот прямо спускаясь от дома, вы попадаете вот в такое замечательное место. Вон, Можно есть. лодки на прокат взять. сарендовать телефончик. Да. А ничего, хорошее кафе построили. Ну, быстро построили, а мы не видели. Не видели. На Зэгже стоит лед. Вот, видите, тут столики есть для отдыха. Можно приезжать здесь и на выходные даже. И покушать, и отдохнуть. А вот там, с той стороны, пристань для яхт. И летом там кемперы паркуют тоже, и яхтсмены прямо, и живут в тех кемперах, и плавают на яхтах, на лодках. В общем, летний такой отдых у них здесь. О, переправа паромная, смотри. Даже Ой, лебеди полетели. Вов, покажи, вон, смотри, какие красавцы. Да, на Зэгже лед стоит. Ну, вот переправа, куда идут Зэгже. мобильный пункт. И расписание есть. Ух ты, я и не знала. Глянь, как клево. Катамаран. А лед такой не слабый стоит. Запеканки, лёды, напой зимний, теплое пиво, вино. Теплое пиво? Ё-моё.
А это вот постройки остались от старых фортов. Вот идем по набережной. Тоже они ее не так давно сделали, когда эти дома строили. Новые, к которым мы идем. Вот так вот можно будет гулять каждый вечер в любое время года. А особенно как здорово это весной, летом, да в любое время. Смотрите, какая красота. Не на машины любуешься, а на птичек, уточек, водичку. Красота. Детская площадка. Вот мы подошли к домам, которые построили на берегу. Да, это вот совсем новые постройки. Мы видели, когда их еще не было, и тут люди протестовали, чтобы перед ними эти дома не строили. Но их все равно построили, Ну, и вон, строить будут дальше, На очевидно. балконе написано «Стоп будівництву». Ну. А вот написано «Остатнє мешкання, нас продаж». Вот. Если у нас получится, мы постараемся попасть сюда и посмотреть, но это уже в следующем видео, и посмотреть, что из себя представляют эти апартаменты, которые продаются, и сколько все это стоит. Так, Наверх, поднимемся наверное, наверх. тут сейчас не А, поднимешься. там Нет, там есть. Проход. Сейчас посмотрим. Увага, терен приватний. Не. Какой? А, терен будови написано. О. Смотрите, какой вид с балкона с вашего может быть. Но я смотрю, многие квартиры там уже куплены. На балконах стоят вон различные растения, столы, кресла. В общем, народ уже развлекается. А у кого-то вот Вороны сидят. материалы, например. Это еще только заселились, наверное. Да, да. Вот так вот деревья защитили, чтобы их строители не покалечили. Вот вид с этого дома получается на озеро. Вот внутренний дворик их. А вот рядом дома, которые здесь уже испокон веков были, даже не знаю сколько лет. Это мы с вами спускаемся, тут лодочная станция есть, и яхты здесь стоят. И кемпинг, по-моему, есть, да, тут небольшой? А сейчас внизу? посмотрим, что Ну, там. был, по крайней мере. Сейчас посмотрим. Здесь вот есть курсы вождения лодок, мотоциклов, скутеров. Так что... Ну и можно это все снимать. Арендовать. Арендовать, да. Снимаем это мы. Ну да. Путаюсь. Что за пропеллер такой? Ой, что это такое вообще? Это вытяжная труба, наверное. Видишь, у нее есть специальный хвостовик, она вращалась раньше. Это там грот с той стороны. Да, может, чтобы сейчас воздух покажем. засасывало туда воздух, смотри. Ага, там такие ворота огромные с той стороны, чугунные, да? Угу. Ветер когда дул, получается, оно разворачивалось в сторону ветра. Интересно, придумка. Это форт? Почему не форт? Сейчас я покажу. Ну, вот он такой. Вот здесь вот будет тепло скоро, и здесь много-много приезжают туда со своими палатками, подстилками, С грилями. стульчиками, столиками, грилями и всем, чем только можно. И здесь все это заполнено людьми. Это такое любимое место отдыха возле воды. Вот остатки, кстати, такого отдыха. Вон уточки ходят, гуляют прямо здесь, смотри как. Сейчас, а то здесь света сильно много. Вон они. Видите, сколько их плавает? А я сейчас выйду на пирс и оттуда, так сказать, посмотрю. Людям покажу, как выглядит то, по чем мы сейчас ходим. Вот уточек сколько, смотрите. Вот они плывут. Думают, что мы не сейчас. Другая уже порода. Местная, а то я не знаю. Какие-то. Вы кто? Местная порода? Ага.
И вот видите, это место, где можно приезжать со своим кемпером. Это все, конечно, платно. Вот дальше туда. Летом здесь очень много приезжает машин, становятся с кемперами и плавают здесь на своих яхточках, лодочках или просто отдыхают. Стоят лодки. Мы пришли к выводу, что это, наверное, баня. Потому что очень много дров рядом. А вот там вот в глубине домики, которые тоже можно снимать. Вон они, Ну да. на таких пригорочках, видите? Это тоже на лето можно снимать. Здесь летом очень много людей, я же говорю, и здесь очень много стоит кемперов на этих площадках. Вот такая вот конструкция плавающего дома. Это он, как это называется? На поплавках. Заходи, живи. Нет, заходи и плыви, живи. Как говорится, 3 в одном. Угу. Я говорю, заходи, живи и плыви. Хорошая конструкция. Ну, вот тоже конструкция плавучая. Там у нас охрана сидит. Вон мотор. Да, это такая плавучая, плавучая прогулочная платформа. Наверное, можно заказывать так на компанию. Едут люди себе отдыхают. А вот тоже часть форта. Еще видны следы от обстрела с Великой Отечественной войны на стенах. А, это лодка скоростная. Я говорю, что видны следы на стенах от этого, от снарядов и от патронов. Ну вот, ее обустроили, здесь даже что-то они там и живут. Ладно. По крайней мере, может, мастерская какая-то. Ну, И вот домик какой. Избушка на курьих ножках. да. Это, кстати, вот они тоже сдавали себе эти домики. Вот эти маленькие? Раньше, да. Да, но там уже крыша, дырка в крыше. А вон, смотри, видишь, туда вон дорожка есть, и там эти домики тоже. Ну да. Ну, мы туда не пойдем. Не пойдем. Но они сдаются тоже. А вот, смотри, Ой, это тут как была раз. переправа Ой. паромная. Смотрите. А, кстати, вот, Да, мы да, только что да. проходили мимо него. Вот эта лодочка, она и возит. Людей. Паромчик И этот. Пливами Катамаран. пливами от Черца до Вжешня в субботы, недели, свята. Это такое прогулочное субботняя, От когда? воскресная. От когда? От Черца С июня месяца, в общем, до они сентября. начинают ездить. Да. До начала учебного И года. до сентября. Да? Можно, видите, прокатиться здорово по Зэгже. Кстати, это, наверное, очень интересно, потому что он, смотри, по каким узким уже там ответвлениям, речушкам Да. движется. Интересно. Интересно, сколько стоит билет. Надо самим прокатиться, кстати. Надо самим прокатиться и показать. Хорошо, обязательно. Тут, кстати, есть адрес интернетовский, наверное, можно тоже у них узнать. А вот гость к нам приплыл, лебеди. Да, вот такую вот красоту. Они практически все с этими окольцованные. У них на ножках везде у всех кольца. Такую красоту вы можете наблюдать, прямо выйдя из своего подъезда. Представляете? Он понял, что нечего ему дать Ну, он нам ракушечки какие-то Ага. вылавливает там. и решил сам искать себе еду. Да, действительно, там ракушки были. И Что-то- там на дне много ракушек, и он там их ловит. И, кстати, вы знаете, что нельзя лебедей и уток кормить хлебом. Ни в коем случае. Для них это смертельно опасно. Зерном, пожалуйста, а вот таким кормом никак. Вот мы дошли по нижней дороге, тропинке, до комплекса, который строится. Там, где мы оставляли машину. Он еще не сдан. А вот под ним, смотрите, что находится. Это форт, построенный в 1907 году. Зайдем? Я так понимаю, это еще при царской армии, да? Зайдем? Да, конечно.
Вот так вот выглядит этот форт изнутри. Толщина стен, видите? Около 1,5 метра. Вот когда-то здесь было необитаемое место, где сейчас вырос вот этот вот эти апартаменты. И вот здесь на этом месте это было место для грилевания для местных жителей. Те, которые здесь все время жили, там по верхним улицам мы вам показывали, что есть там дома. Вот. И вот здесь вот люди грилевали по выходным. Здесь много было всегда людей, и надо было еще выцепить то время, когда оно было свободное. Возле речки, костер, все здорово было. Здесь даже вон кормушку оставили для животных. И вот там на плакате написано, что это место отдыха для местных жителей, поэтому оставляйте все в чистоте и порядке, собирайте мусор и так далее. Вот этот корпус уже заселился, хоть там и идут еще строительные работы кое-где. И видите, на вторых этажах двухуровневые квартиры. Лестницы видны с одного этажа на другой. Вот поэтому там такие огромные-огромные лоджии были с той стороны. Вот, видите, какая? И тут еще место, смотри, еще оставили на несколько домов. Вот. Да, да. Оно ограждено. Такой комплекс. И здесь тоже продаются еще апартаменты, поэтому можно интересоваться. Но смотрите, сколько уже заселилось людей. Видите, на балконах уже стоят и столики, и стульчики. А кое-где стройматериалы стоят, видно, ремонты люди делают. Но сейчас, конечно, там не самый кайф жить, пока все делают ремонты. Ну, вот смотри. Этот период надо пережить. А верхние никто не живет на. А, наверное, у них цена заоблачная. Ну, это как, я думаю, как 2,5 квартиры будет стоить. Это 100%. Ну, шикарно же. Не, ну место очень хорошее, конечно. Я говорю, если у вас удаленная работа или если нет проблемы с транспортом, чтобы доезжать до Варшавы, то все здесь очень-очень... Не, ну кажется, ты смотри, круто, ты правда? видела, сколько автобусов Да, ходит? Вот сейчас только что автобусов, прошел. кстати, очень много ходят, и ходят они часто. Для Да. такого маленького поселка и такое количество транспорта, это, конечно, просто супер. И детям здесь есть сразу и школы, и детские сады, и жлобки, поэтому не надо детям даже думать, куда их отдавать. Так что, если есть цель приобрести недвижимость, то можно рассмотреть и вот такие вот места. Не в самой Варшаве, а недалеко от Варшавы. Здесь и с экологией все в порядке. Вот. И цена, я думаю, наверное, пониже, да? Для такого класса апартаментов. Насчет Варшавы и здесь? Да. Я имею в виду по классу апартаментов. Я Если думаю, рассматривать цены, то тут оно будет дешевле. Я думаю, варшавяки тут с большим удовольствием покупают. Ты живешь в экологически чистом районе, то это уже большой плюс. Да. После загазованной Варшавы, пробок этих бешеных. А это же дома строятся, начали они строить, вот, деревянные рядышком. Нет, это раньше они начали строить и так и бросили. А не кажется, что их это могли выкупить Может быть. и может будут быть. строить дальше? Может быть. Потому что это заброшенное. Ну, все.